В продажах или в логистике есть два термина – монопалет и микс-палет. В чем разница? Давайте разберемся. Монопалет всегда содержит одно наименование товара, одного артикула, цвета, размера и так далее. Иными словами, монопалет сформированный с одним SKU, одной единицей складского учета. Что такое SKU? Можете узнать по этой подсказке или по ссылке в описании ниже к этому видео. Лишь добавлю, что SKU или артикул есть у каждой продаваемой позиции. Это может быть товар или даже услуга. Как правило, в дистрибуции товаров FMCG уникальному SKU соответствует баркод или, как его еще называют, штрих-код. Микс-палет содержит на поддоне разные SKU. Товар, упакованный на микс-палете, может быть различный по наименованию, по виду, по цвету, по размеру. Это своеобразная сборная солянка товаров, упакованная на одном поддоне. Как правило, от производства на регионы дистрибуторам производитель отгружает товары монопалетами. Фабрика не может производить одновременно всю ассортиментную матрицу своего портфеля. Поэтому есть так называемый demand-план или план производства, который в определенный период времени производит определенный вид продукции. И на региональные склады эта продукция уходит монопалетами. Когда товар достигает своих региональных складов, там монопалет принимается по количеству и качеству и отправляется на хранение в определенную ячейку с ее адресом. На регионах происходит приемка товара, перевод его на хранение. И раз это монопалет, то адрес хранения этого SKU один. Иначе происходит с микс-палетами. Их необходимо сначала принять и расформировать. Расформировка происходит на каждой SKU, которая составляет этот микс-палет. Далее каждая SKU принимается по количеству и качеству. Каждая позиция происходит формирование на монопалет. И только после этого все получившиеся монопалеты отправляются на хранение в соответствующий адрес, который присвоено каждому SKU. Как вы догадываетесь, это намного затратнее. Затраты включают в себя и человеческие ресурсы, и использование техники, потому что если вы приняли монопалет, то погрузчик или штабелер размещает на хранение только одно наименование товара и совершает один подъезд к ячейке хранения, куда он ставит этот палет, то в случае микс-палет ему необходимо совершить подъездов и размещение ячейки хранения, сколько составляющих является этого микс-палета. Иными словами говоря, обработка монопалет и микс-палет совершенно разная по количеству времени и затрат персонала склада и техники.